Давай отполируем наш прыгающий мяч. Первое, что я сделаю, это выберу все клавиши, нажму T и переключусь на Безье. Теперь у нас есть интерполяция между нашими ключевыми кадрами, и первое, что мы можем увидеть, это некоторое замедление или ослабление, прежде чем мяч коснется земли. Ты можешь переключиться в редактор графиков через заголовок или нажав Ctrl плюс Tab, когда ты находишься в редакторе действий. Я активировал только выбранный дисплей, и я начну полировать маршрут моего мяча. Когда я смотрю на кривую, я вижу, что в настоящее время анимированы только кривые Z и Y. Все вращения, масштабирование и кривая расположения X плоские. Чтобы упростить редактирование, я разверну корневую панель и просто скрою все кривые, которые я не использую, сохранив только кривые расположения Z и Y. Вспомни, что мы видели в предыдущей главе. Когда объект падает, он достигает максимальной скорости непосредственно перед ударом о землю, поэтому я могу выбрать свой ключевой кадр Z-контакта, нажать V и переключить его на 3, а затем повернуть левую ручку, чтобы получить правильную кривую. Я уже чувствую себя намного лучше. Но меня немного беспокоит UI-образное движение мяча. Рамка непосредственно перед тем, как он коснется земли, выглядит немного странно. И это потому, что у нас есть ослабление на нашей UI-образной кривой. UI-образная кривая имеет S-образную форму между точкой IS и ее контактным натяжением. Но как видно из предыдущей главы, когда мяч падает, он ускоряется, пока не коснется земли, но его движение вперед довольно постоянное. Потому что даже если есть трение воздуха, которое замедлит мяч, при таком движении это едва заметно. Значит, я могу переключить обе ручки, чтобы освободить наш вектор, и выровнять их, чтобы получить более линейную интерполяцию. Так что в качестве первого пути полировки или шинирования я просто повторю этот процесс при каждом отскоке. Чтобы получить чистый видовой экран, я активирую и деактивирую наложение с помощью ярлыка, который я установил ранее. Поэтому я сломаю все дескрипторы оси Z, переключив их на вектор в контактной рамке. Я уберу промежуточный кадр по оси Y, потому что это бесполезно, так как мы создадим линейную интерполяцию между позой контакта и позой воздуха, переключив наши ручки на вектор. Я буду использовать этот метод каждый раз, когда мяч будет в воздухе, но на заключительном этапе анимации я буду продолжать замедляться до самого последнего ключевого кадра. И так как ты помнишь из предыдущей главы, мне нравится держать мяч немного дольше в воздухе, как правило, просто ради стиля. Итак, на кривой Z я возьму каждую клавишу там, где мяч находится в воздухе, и слегка сдвину рукоятки. Таким образом, мяч будет подниматься в воздух немного быстрее, и это будет немного мешать. Пожалуйста, учитывай, что анимация — это нелинейный рабочий процесс. И я уберу некоторые ключевые кадры, удалю их, повторим какую-то часть анимации и сильно ее подправим. Так что придется много ходить взад-вперед, прежде чем вы добьетесь достойного результата. И ты можешь настраивать анимацию вечно, но есть момент, когда ты должен остановиться. Перед вторым отскоком я чувствую, что в анимации есть небольшой сбой, потому что мяч слишком долго остается на земле. Поэтому я сокращу это удержание на земле на одну клавишу, компенсируя все клавиши после клавиши номер 20. Поскольку это действительно улучшает анимацию, я сделаю то же самое между кадрами 25 и 26. На земле есть зацепка, но я чувствую, что это слишком сильно. Поэтому я избавлюсь от 26 фрейма, заменив его на 25 фрейм, чтобы при самом последнем отскоке мяч оставался на земле только один фрейм вместо двух. Если мы сейчас повнимательней посмотрим на нашу Y-образную кривую, мы увидим, что у нас есть довольно логичная закономерность. Каждый раз, когда мяч касается земли, Y-образная кривая становится все более плоской, а это означает, что мяч теряет скорость при каждом ударе, но в воздухе он движется линейно. И как только мяч останется на земле, у нас будет небольшое ослабление с 29 по 43 кадр, когда мяч замедлится. Наблюдая анимацию снова и снова, я чувствую, что все еще есть некоторые сбои и некоторые ошибки, которые я должен исправить. И когда я внимательно смотрю на свою Z-кривую, я вижу, что у меня есть некоторое ослабление после удара,
что неверно. Так я это исправлю. После этих изменений моя анимация должна выглядеть лучше, но у меня все еще есть некоторые глюки. И это потому, что все преобразования, которые мы проделали со сквошем и растяжкой, не были отшлифованы и не были пересмотрены по времени. Я внес несколько изменений в хронометраж маршрута моего мяча, так что теперь другие анимации, которые были синхронизированы на этапе блокировки, больше не синхронизированы. Так что я отключу все остальные каналы преобразования, просто чтобы увидеть свое корневое движение. И теперь я вижу, что это намного лучше. Так что все еще есть момент, когда мяч останавливается на земле, но это потому, что у нас будет движение через сквош и растяжку. Так что без сквоша и растяжки это выглядит немного странно, но поскольку я обновил его и буду полировать, я смогу устранить проблему здесь. Если ты хочешь, чтобы твоя анимация выглядела немного более реалистично, просто убери эти удерживающие рамки и просто сделай позу контакта на одном кадре. Затем немного уменьши сквош и растяни. Это всего лишь вопрос личных предпочтений. Мне нравится, когда это немного стилизовано, поэтому я сохраню эти удерживающие позы. Теперь я буду работать над верхним сквошем и контроллером растяжки. Этот будет довольно легко отполировать. Я выбираю первый ключевой кадр и нажимаю на клавишу DAT на цифровой клавиатуре, чтобы вставить их в рамку. Я в основном наблюдаю за ориентацией мяча, созданной эффектом растяжения. Ты также можешь рассчитать траекторию движения этого мяча, если это поможет. Здесь я хочу вернуть мячу немного вертикальности. Так я немного смещу начало растяжки по оси Y. Я скрою кривую Z, щелкнув значок I, а затем выберу первый ключевой кадр, нажмите Shift плюс D, чтобы дублировать его, и переместите дублированную клавишу на третий кадр. Поскольку это выглядит слишком затянутым, я отодвину эту клавишу назад на кадре номер 2, а затем переключу тип ручки на третий, чтобы немного придать форму кривой. Таким образом, у меня появляется лучшее ощущение, что мяч в данный момент нацелен или указывает на место своего приземления. Тогда я поработаю над кривой Z, которая в данный момент сильнее всего сжимает и растягивает мяч. И я просто переключу точку удара на вектор, потому что это кадр удара, где мяч снова переключается с сжатия на растяжение. Тогда я перейду к следующему прыжку. Я повторно выберу свою корневую кость и пересчитаю траекторию движения, потому что это помогает мне понять, куда должен приземлиться мяч, а также куда должна быть направлена верхняя часть мяча. И вот почему здесь я слегка сдвину верхнюю часть шара вперед к предыдущему положению ключевого кадра, немного подняв мою Z-кривую в графическом редакторе. Я немного потираю свою анимацию, чтобы посмотреть, как она движется. Затем я выберу кривую по оси Z, переключу ее на вектор на этом среднем кадре, а затем двинусь вперед к следующему прыжку. Сначала я чувствую, что она смещена во времени, поэтому я выберу все кривые и передвину их на один ключевой кадр до текущего. Мяч в настоящее время слишком сильно отклоняется назад на этих трех, и я могу понять это, наблюдая за значением кривой f. При выборе ключевого кадра я вижу, что его значение установлено на минус 65, а если я выберу предыдущий, у него будет минус 56. Это означает, что этот последний ключевой кадр находится дальше от своего нулевого значения, так что это означает, что контроллер смещен больше. И поэтому он больше деформирует мяч, чем предыдущий отскок, что не имеет смысла, поскольку этот отскок менее мощный, теряет энергию по сравнению с предыдущим отскоком. Поэтому я подтолкну этот ключевой кадр к нулю в графическом редакторе. Для самого последнего отскока мяча я не хочу никакой деформации. Поэтому я просто избавлюсь от следующих ключевых кадров. Оттуда мы можем посмотреть нашу анимацию несколько раз и перейти к полировке следующего контроллера сжатия. Я выберу нижний зеленый контроллер, и поскольку кривые довольно маленькие, я буду использовать опцию нормализации, чтобы иметь возможность видеть мой зеленый канал. Поскольку мы использовали верхний зеленый контроллер для определения ориентации отскока мяча, мне не нужно делать то же самое с нижним контроллером.
Поэтому я просто сделаю свою кривую Y плоской, удалив клавиши со смещением, потому что они не принесут ничего хорошего в нашу анимацию. И в настоящее время они почти бесполезны, так как их значение очень мало. Так просто избавься от них. Теперь, что касается оси Z, которая позволит нам раздавить мяч в воздухе, когда он достигнет своей высшей точки, я хочу, чтобы это было очень тонко. Поэтому я смещу начальные и конечные ключевые кадры этого движения на 2 кадра. И я повторю этот процесс на протяжении всей анимации. Я сокращу длину этого движения, и по мере продвижения вперед я буду уменьшать амплитуду кривой, потому что опять же с потерей энергии. Я буду меньше сжиматься и растягиваться при этом движении. Этот контроллер позволяет нам добавлять мячу очень тонкую деформацию, поэтому интересно сделать его как можно лучше. Когда я закончу с этим, мы сможем четко видеть потери энергии во время движения мяча. Я исправлю время последнего сквоша, потому что это происходит не в нужное время. Это должно произойти, когда мяч находится в самой высокой точке. А потом я снова могу посмотреть свою анимацию несколько раз, чтобы убедиться, что все выглядит нормально. Так что это здорово. У нас есть прыгающий мяч, но он не катится. Это потому, что мы еще не анимировали контроллер вращения мяча. В этом случае не имело бы смысла блокировать вращение мяча. Поскольку он не меняет своей формы, мы не смогли бы увидеть никаких изменений на этапе блокировки. Поэтому я выберу все ключевые кадры, кроме первого, и избавлюсь от них. Просто нажми X и подтверди. Затем выбери первый ключевой кадр и перемести его на 8-й кадр. Это кадр, где мяч соприкасается с землей. Так что я получаю плоскую кривую от 0-го кадра до 8-го. Это означает, что мяч не будет катиться, пока он в воздухе. Я хочу, чтобы он начал вращаться, когда он коснется земли и когда часть энергии удара будет передана на его вращение. Я снова продублирую ключевой кадр и переместлю его, чтобы переместить кадр 18. Вот где я хочу, чтобы мяч уже вращался. Ничего не происходит, потому что я отключил канал преобразования. Мне нужно снова включить его. Теперь, когда я перемещаю кривую, шар должен вращаться, но это едва заметно, и это потому, что мне нужно отменить масштабирование в моем графическом редакторе. Поскольку значение поворота выражено в градусах, мне нужно радикально изменить кривую и переместить ее на более высокие или более низкие значения в этом случае. Понижение значения до минус 360 градусов заставит рулон вращаться вперед. Так что все в порядке. При ударе мяч получит полную скорость вращения, поэтому я переключу это на вектор. Из-за частоты вращения и анимации мне трудно понять, вращается ли мяч в данный момент или нет, потому что рисунок шара, кажется, выравнивается на каждом кадре. Так что это немного странно. Так что я избавлюсь от наложения, чтобы лучше видеть это. Я также переключу вторую ручку на вектор 2, потому что вращение мяча не должно замедляться в воздухе, и поскольку у меня все еще есть некоторые трудности с течением вращения, я включу все остальные ключевые кадры контроллера. И отключи их влияние на анимацию, чтобы я мог четко видеть, вращается мой мяч или нет. Начальная скорость вращения воздуха нашего прыгающего мяча не так важна. Что будет важно, так это конечная скорость вращения, потому что она должна соответствовать скорости мяча, движущегося по земле. Так что нам нужно сделать, это дублировать текущий ключевой кадр и переместить его на следующую контактную стойку. И нам нужно сделать так, чтобы мяч вращался немного медленнее, чем в предыдущей позе, потому что при каждом отскоке он теряет энергию, а значит и скорость вращения. Тогда мы создадим последний ключевой кадр на кадре 43. Это кадр, где прыгающий мяч в данный момент останавливается в пространстве. И на этот раз мы переключим его тип ручки на безье, потому что в конце нам нужно немного облегчить. Нам не нужна линейная интерполяция. Мяч замедляется, поэтому его вращение также замедляется. Чтобы сделать эту сцену читаемой,
мне нужна сетка, потому что мне понадобится точка отсчета в пространстве, чтобы увидеть, совпадает ли рисунок мяча с ним, когда он катится по земле. Так что я снова включу наложение и увеличу масштаб своей анимации. Теперь я попытаюсь найти точку отсчета, используя рисунок шара и сетку. Когда я найду ее, я сдвинусь и щелкну по ней правой кнопкой мыши, чтобы поместить 3D-курсор. Теперь я хочу убедиться, что рисунок мяча направлен в сторону 3D-курсора, когда мяч останавливается. Для этого просто увеличьте масштаб, а затем точно измените положение вашего последнего ключевого кадра. Тебе также нужно будет слегка изменить поворот или ориентацию и масштаб последней ручки, чтобы убедиться, что у нас нет этого эффекта скольжения по земле. Просто сделай это легким касанием. Если ты видишь, что твоя анимация полностью отключена, это означает, что вся твоя кривая полностью отключена, и разница между твоей последней клавишей и предыдущей клавишей. Клавиша из кадра 30 слишком велика. Ослабление вращения, когда у тебя контактная поза, довольно сложно получить с первого выстрела, так что наберись терпения, изменяй свой изгиб, пока не получишь это приятное вращение на земле и ощущение, что мяч действительно катится по нему. И если ты не можешь этого добиться, не паникуй. Открой новый файл Blender и просто заставь шарик катиться и останавливаться. Работай над кривой, пока не получишь правильную анимацию, и ты поймешь взаимосвязь между твоей кривой вращения и твоей кривой перевода. Это не вопрос математики, геометрии или чего-то еще. Это просто вопрос практики. Сначала это может быть немного сложно, но с небольшой тренировкой ты довольно скоро освоишься с такого рода движениями. И если ты действительно хочешь стать хорошим аниматором, это очень важно, потому что ты будешь использовать анимационные кривые каждый день. Так что с этого момента я могу назвать эту анимацию выполненной, но было несколько глюков, которые я хотел исправить. Это мелочи, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Я только что добавил очень маленький дополнительный отскок в конце и немного изменил амплитуду Z своего маршрута, чтобы мяч отскакивал более равномерно. Так что на следующем шаге ты мало чему научишься. Я просто совершенствую некоторые позы. Я делаю то, что мы делали незадолго до этого, слегка изменяя время, амплитуду изгиба и так далее. Что тебе нужно понять, так это то, что анимация никогда не заканчивается, пока ты не скажешь стоп. И просто работай над своей анимацией, пока не достигнешь точки удовлетворения. Если у тебя проблемы с анимацией, начни новую. И это единственный способ, которым ты будешь прогрессировать. Я говорил это раньше и буду повторять это много раз во время этого курса. Тебе нужно анимировать, чтобы стать хорошим аниматором. Тебе нужно выполнять это упражнение с прыгающим мячом несколько раз, пока ты не получишь хороший результат. Вот как это работает. Я все еще пытаюсь добиться хорошего результата с прыгающим мячом после нескольких лет анимации. И чтобы оживить персонажа, тебе нужно сначала уметь придать ему движение, а затем ты ведешь личность, ведешь эмоцию, но прежде чем вводить эмоцию. Даже в прыгающий мяч тебе нужно научиться двигаться. Ладно, хватит философских дискуссий. Давай перейдем к следующему видео.